Поход мы с Алексеем Кузьминым планировали организовать давно. Колебались, конечно, прикидывали, какая будет обстановка летом 2023 года в Крыму. Нас предостерегали, как бы ни случилось чего, времена-то нынче неспокойные. Хаоса хоть отбавляй, неизвестно, что будет завтра, а вы тут поход на полгода вперед запланировали. Но мы все-таки решили, походу быть. И не прогадали. Приехали люди разных возрастов, разного уровня подготовки из разных стран – России, Украины, Белоруссии, Голландии. Несмотря на все внешние различия, не возникало конфликтов. Царила атмосфера доброжелательности, взаимовыручки, радости. Что, ты с рюкзаком попробуешь, Маш? Да. Давай, ты крутая. Сейчас я хочу. Погодите, сейчас, секунду. Опа. О, все, тоже пятерка. Пятерка, твердая. Самое главное, что я вынесла, резюме. Я это сделала. Я прошла больше, чем я думала. Моих физических сил хватило не на весь поход, но тем не менее я очень-очень довольна, как я провела последние 10 дней своей жизни. Дай бог не последний. Дай бог не последний! Я наблюдаю, что результаты действительно растягиваются во времени, приходят несколько позже, чем завершается само мероприятие. Но уже сейчас я думаю, что можно однозначно сказать, что меняется в лучшую сторону и психологическое состояние, и физическое состояние. Вот. И в целом какая-то полнота жизни, она начинает больше ощущаться мною здесь, сейчас, в Крыму. И думаю, что это чувство, оно и в дальнейшем будет меня сопровождать. Самый яркий момент для меня лично, это были, конечно, дельфины. И были два дельфина, мама с маленьким бэбиком, с маленьким ребенком. И это было так трогательно. На дистанции вытянутой руки. И как они плыли. И я сразу увидела их, как они общались друг между другом, вместе. Вот, и для меня это был потрясающий момент. Каждый, находясь в своих внутренних процессах, проходя свое внутреннее путешествие вместе с внешними передвижениями, шел в едином общем потоке, без ущемления собственной свободы. Каждый решал какие-то свои вопросы, но многое мы обсуждали вместе, философствовали, делились опытом. А природа нам в этом помогала, даровав прекрасную солнечную погоду, чистые полноводные родники на стоянках, невероятную красоту пейзажей и умиротворение. Для меня поход это всегда радость в первую очередь, радость новых встреч, радость общения, радость погружения, сближения с природой. Несомненно, каждый поход он уникальный. Это не первый мой поход, 4-й вроде когда. Я, как всегда, благодарна очень. Вот. Всем, особенно организаторам. Постоянно я всегда думал, что когда я увижу тебя, я задам именно тот вопрос, который поможет стать мне величайшим просто колдуном. Я встречусь с Сережей, и, ребята, берегитесь. Все мои соперники, все мои
недоброжелатели, ребята, после похода все, сматывайте удочки, еду я. Я встретился с Сережей, но тех практик я так и не получил от тебя. Я хочу сказать, что я получил от тебя гораздо больше. И я увидел именно то, что нужно искоренить именно в себе. И для меня это очень-очень-очень большой урок. Я 30 лет живу в Нидерландах. Я актриса театра кукол. И наше расписание, оно планируется за год, иногда даже за 2 года вперед. Поэтому я даже себя не тешила надеждой когда-то приехать. Вот. И совершенно неожиданно я вдруг слышу, что мои гастроли, которые должны были состояться в июне месяце в Сербии, они отменяются. Я до такой степени обрадовалась, воодушевилась и расстроилась одновременно, потому что это очень сложно. Сейчас мы живем в достаточно непростое время, что касается виз, билетов, приехать в Россию, за границей. Вот это очень сложный процесс. Вот. Но я начала действовать. И вот шаг за шагом я видела, что Вселенная мне помогает, и у меня появляется возможность составить компанию этому прекрасному коллективу, который собрался вместе с Сережей в Крым. Вот. И у меня получилось приехать. Это был мой первый поход в жизни. Вот. Мне все было в радость. Я очень благодарна организаторам, Сереже Мельникову и Алексею Кузьмину за вот эту удивительную, волшебную возможность побывать с вами, быть с вами в одной команде и разделить вот это тепло, радость и какую-то такую настоящность. Вы все очень настоящие, искренние. Я вас всех очень люблю. Спасибо. Что касается моих впечатлений, я в походе открыл для себя совершенно новый подход к общению, как с людьми, так и с миром в целом. Сложно дать ему точное определение, но суть его в легкости и естественности, как в словах и действии, так и в осознании. Я в очередной раз начал открывать заново некую первозданную простоту, которая отличается от примитивности и обладает гораздо большей глубиной, чем любое выраженное знание или мистическая практика. Она содержит в себе эти вещи, но превосходит их. Я снова ощутил себя, как говорится, в потоке, но совершенно по-иному. Многое еще предстоит переосмыслить, очистить от искажений, но направление уже стало яснее. И в заключение я хотел бы прочитать стихотворение участницы похода Марии Герц «Путь в бесконечности». Я доверяю ветру бесконечности, ступаю по узорам прорисованным, чтобы пройти все те пороги вечности, что мне Вселенной тайно уготованы, и погружусь во все пучины темные, чтобы найти там часть себя забытую. Пройду сквозь все миры бездонные и вновь очищусь искренней молитвою. Уста омою тишиной и честностью, взор засияет красотой открытости. Ум покорится силе бесконечности, и перестанет быть судьба повинностью.